Горят самолеты и корабли. Демилитаризация идет по плану. Но чей это план? Приближается настоящий коллапс. Цены на нефть пробили дно, а бюджет теряет миллиарды. Новые ракеты вызвали панику у потенциальных противников. И это угроза как наземным, так и надводным целям. Спрятаться будет негде, и баланс сил будет изменен. Назло недоброжелателям настоящий бум в России. Какой бизнес бьет рекорды? Обязательно расскажем. Неприятности только начались. Лариса Долина может потерять очередную квартиру. И не одну. Адвокаты разводят руками. Откликнулись на призыв Путина в тюрьму. В России начали сажать за помощь в решении проблемы с рождаемостью. Об этих и других событиях вечера 20 декабря. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. А начинаем с очередной яркой и зажигательной операции украинских защитников. СБУ продолжила демилитаризацию оккупированного Крыма. Дроны посетили аэродром Бельбек и уничтожили 2 российских самолета Су-27, а заодно и диспетчерскую башню. Удар был нанесен дальнобойными БПЛА Центра спецопераций «Альфа». В СБУ подчеркнули, что один из Су-27 был готов к вылету и был уничтожен с полным боекомплектом. Общая стоимость 2 самолетов составляет около $70 миллионов. Это уже вторая атака на Бельбек за 2 дня. 18 декабря дроны поразили на аэродроме 3 РЛС, ЗРК «Панцирь-С-2» и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом. Гораздо более сокрушительный удар нанесен по военному бюджету Кремля, ситуации на мировых рынках. Цены на российскую нефть продолжают падать, достигнув рекорда. Сорт Urals снизился ниже $35 за баррель, что в 2 раза ниже уровня начала года. По данным Argus, скидки на нефть достигли $23-25 за баррель в Новороссийске и 24 в Приморске. Резкое падение цен связано с санкциями США, которые нарушили торговлю нефтью с Индией и Китаем. Отдельная партия России продает с дисконтом до $35, что означает реальную цену даже ниже $30 за баррель. Эксперты говорят, что российский бюджет таким образом теряет миллиарды долларов ежемесячно из-за низких цен, и прогнозируется, что нефтегазовые поступления в декабре будут самыми низкими с пандемийного 2020 года. Марко Рубио не разделяет оптимизма своего босса. Накануне Дональд Трамп осторожно намекнул, что стороны в переговорах по заключению мира в Украине близки к чему-то. Но госсекретарь США заявляет, что сделки может вообще не быть. Может быть, это произойдет на этой неделе. Может быть, это произойдет в следующем месяце. Может быть, это не будет готово еще несколько месяцев. Возможно, это невозможно. Я надеюсь, что возможно и может произойти в этом месяце до конца года. Марко Рубио эмоционально отреагировал на обвинение в том, что администрация Трампа откровенно симпатизирует Москве. Весь этот нарратив о том, что мы пытаемся навязать что-то Украине, это глупость. Мы не можем заставить. Не будет мирной сделки, если Украина не согласится на нее. Но также не будет мирной сделки, если Россия на нее не пойдет. Тем временем специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев должен встретиться сегодня в Майами со Стивом Уиткофом, спецпредставителем президента США и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Как сообщает Reuters, трехсторонние переговоры с участием представителей Киева не планируются. Минувшей ночью Уиткоф встречался с украинской делегацией и рядом европейских и иных переговорщиков. Как сухо сообщил Рустем Умеров, секретарь Совета нацбезопасности Украины, стороны договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы. Больше деталей он не дал. Интересно, что помимо Умерова и Стива Уиткофа в переговорах принимали участие министр иностранных дел Турции, премьер-министр Катара и советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции. Украинские защитники продолжают переводить надводный российский флот в разряд
подводного. Причем длинные руки спецназа ВСУ тянутся все дальше и достают противника уже не только на Черном море. В этот раз удар был нанесен на Каспий. Подразделения сил специальных операций поразили корабль России проекта 22460 «Охотник». Это современные русские патрульные корабли второго ранга, сочетающие способности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Они имеют вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах. Несколько дронов ССО успешно поразили цель. Остается добавить, что судно относится, или, вернее сказать, относилось к Федеральной службе безопасности. Смертоносный удар по Одессе. В этот раз агрессор применил баллистические ракеты, целью которых стала портовая инфраструктура. В результате удара погибли 8 человек, еще 27 получили ранения. Повреждены грузовики, легковые автомобили, на парковке возник пожар. Последние недели российская армия наносит удары по энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуре Одесской области. 13 и 17 декабря часть региона осталась без электричества и отопления, также пострадала железнодорожная станция Одесса-Восточная. В ночь на 19 декабря российские войска вновь атаковали энергообъекты, оставив 74 тысячи человек без света и 85 тысяч без отопления. Транспортный мост вблизи маяков был поврежден, что вызвало остановку движения и может привести к росту цен на топливо. Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко обращает внимание на важный аспект. Ряд пабликов вбрасывают фейки об угрозах российского десанта, а также другие военные страшилки. Нет военной сухопутной угрозы, а также нет у россиян возможности осуществить какую-либо операцию с моря. Все под контролем сил обороны Украины. Коваленко добавляет, что важно выдержать это давление, в том числе информационное. Спустя продолжительное время дал о себе знать давний конфликт. США нанесли новый удар по старому противнику. Целью стал ИГИЛ в Сирии. Операция «Удар ястребиного глаза» стала ответом на недавнее нападение на американцев в Пальмире, в результате которого погибли 2 солдата и гражданский перевозчик. Это не начало войны, это декларация мести. Как мы заявили сразу после жестокого нападения, если вы нападаете на американцев где бы то ни было в мире, вы проведете остаток своей короткой, полной тревоги жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться за вами, найдут вас и безжалостно убьют. В Вашингтоне заявляют, что операция была направлена на уничтожение боевиков, их инфраструктуры и складов оружия. Я рад сообщить, что мы нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Сирии, которые пытались перегруппироваться после их разгрома администрации Трампа 5 лет назад. Мы нанесли им сильный удар. Я отдал приказ о массированном ударе по террористам, которые на прошлой неделе убили 3 наших великих патриотов, 2 солдат, 1 переводчика, замечательных людей. Это была очень успешная и точная операция. Мы безупречно поразили каждый объект, и мы восстанавливаем мир силой по всему миру. Запад просыпается, демократический мир все еще способен дать отпор интернационалу автократов. Новые ракеты НАТО, такие как Naval Strike Missile, вызвали панику в Москве и Пекине, пишет портал 1945. Это новая разработка норвежской компании Kongsberg, предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей. Ее дальность составляет более 300 километров, а способность лететь на малой высоте над водой позволяет ей обходить современные системы ПВО. В отличие от большинства ракет, НСМ оснащена автономной системой распознавания целей, что делает ее особенно сложной целью для противника. Ракета уже принята на вооружение ВМС Норвегии и Польши, а также используется или планируется к использованию рядом стран НАТО, включая США, Великобританию и Германию. ВМС США она размещена на боевых кораблях и эсминцах, а также развернута на мобильных береговых платформах. Хотя ракета еще не использовалась в реальных боевых условиях, ее массовое распространение меняет баланс сил на море. В случае крупного конфликта НСМ может стать важным фактором сдерживания для флотов России и Китая, посылая сигнал, что безопасных зон в море для них больше нет. А детки есть у вас? Пока нет, планируем.
Займитесь и этим вопросом. В России, наконец, появилась группа людей, которая активно откликнулась на многочисленные призывы Путина поднимать демографию. Но вместо орденов участникам этого кружка вручили ордеры на арест. Оказалось, что активисты плодили виртуальных детей. В Новосибирске раскрыта схема, с помощью которой преступники похитили сотни миллионов рублей из бюджета. Группа, состоящая из 8 женщин и 1 мужчины, создавала поддельные документы о рождении несуществующих детей. Они использовали их для получения социальных выплат и материнского капитала. По данным следствия, группа действовала не только в Новосибирске, но и по всей стране и работала с размахом. В 24 регионах было зарегистрировано более 600 фиктивных детей, якобы рожденных в домашних условиях. Это принесло мошенникам более 237 миллионов рублей. МВД предложило ужесточить контроль за рождением детей вне медучреждений. Чем не сюжет для нового тома «Мертвых душ». В экономике России наметился настоящий бум. Правда, его переживает только одна и очень специфическая отрасль – похоронная. Выручка 5 крупнейших ритуальных компаний в России выросла на 24%, составив почти 15 миллиардов рублей. Спрос на ритуальные услуги продолжает расти, а инфляция в отрасли бьет рекорды. Цены на изготовление гробов выросли на 84%, а рытье могил на 51%. Интересно, с чем это может быть связано? У кого какие версии? В Москве пройдет прощание с Сергеем Орловым, более известным как «Испанец». Он был создателем печально известной российской, откровенно неонацистской бригады «Эспаньола». Это первый известный участник агрессии против Украины, с которым простятся в храме Христа Спасителя. Его бригада, состоящая из ультраправых футбольных фанатов, участвовала в ключевых боях на востоке Украины, включая штурм Азовстали и захват Мариуполя. Кстати, Орлов погиб при загадочных обстоятельствах, и пока неизвестно точная причина его смерти. По версии некоторых источников, он был убит при задержании. А у нас рубрика «Светская хроника» и Лариса Долина. Известная певица может потерять еще 2 квартиры, но на этот раз не в России. Откровенная путинистка зачем-то покупала недвижимость на загнивающем Западе, в частности в Латвии. Теперь квартиры в Юрмале стоимостью в 95 миллионов рублей заморожены из-за санкций. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» заявил адвокат Александр Бенхин. Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов. Нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ. И нельзя продавать недвижимость. В Сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям. Но дальше начинается очень интересная игра. Так называемая безвыходная ситуация. Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги. Ситуация очень нехорошая, добавляет юрист. Единственный выход в данном случае, считает он, судиться с латвийским государством и пробовать снять санкции как необоснованные. Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально Долина его оплатить не может, а неофициально это снова уголовное преступление. Ну что ж, посочувствуем Ларисе Александровне. Словами поддержки или другими эмоциями можно делиться в комментариях. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.